Здравствуйте, друзья! Как появился снеговик? Хочу поздравить зрителей моего канала с наступившими и будущими праздниками, а также огромное спасибо за ваши комментарии к моим видео. Мне это очень важно. Сегодня я расскажу вам, как в России появился снеговик. Исследователи полагают, что когда-то снежные фигуры олицетворяли славянских божеств. На Руси, к примеру, их почитали как духов зимы, причем большая часть духов были женщинами. Славяне верили, что за различные атмосферные явления, метель, снег, вьюгу или туман отвечает именно женское божество, чтобы задобрить метелицу или пили снежную бабу. Знаменитый собиратель фольклора Александр Афанасьев, который в свое время провел глубокий анализ славянских верований и легенд и сравнил их с преданиями других народов, предположил, что снеговик олицетворяет сотворенную человеком небесную нимфу. Последняя каждый год замертво падает на землю в результате борьбы между божествами грома и туч. Весной нимфа тает и вновь возвращается на небеса в виде пара. Этот пар потом проливается дождем, который необходим для хорошего урожая. Чтобы он уродился как можно лучше, люди и лепили снеговиков. Имелся и мужской персонаж снеговик. Поначалу на Руси снеговиков делали в виде столбов с головой и двумя комочками руками по бокам. Вероятно, эта традиция восходит к славянским идолам, которых тоже изображали в виде высоких столбов с прямоугольной головой. Такими идолами, только зимними, вероятно, были и снеговики. Интересно, что различие снеговиков по полу существовало только у славян. В западных странах известен лишь сноумен – снежный человек. И там снеговики зачастую изображали монстров, и при лепке можно было воплотить в недолговечной скульптуре все свои страхи. При этом снег связывался с божественным, ведь он падал с неба, а сами фигуры связывались с нечистой силой. Снеговикам-страшилам полагалось отпугивать злых духов. Впрочем, уже в средние века снеговиков все чаще стали лепить в реалистичной манере, что должно было наоборот привлечь злых духов. Люди верили, что нечистая сила может перепутать снеговика с человеком и вселиться в него, а с наступлением весны просто растаять. Снеговики символизировали славянских персонажей, и каждый их атрибут также носил определенный смысл. Морковь вместо носа втыкали, чтобы был хороший урожай в следующем году. Ведро на голову надевали для достатка в доме, а угли-глаза знаменовали собой избавление от прошлого. Метла же была призвана отгонять злых духов, как и ожерелье из чеснока, которое надевали на снеговиков в Румынии. Хотя мнения относительно последние разные. Метла, к примеру, могла помочь снеговику подняться в небо и передать людские послания богам. Или же она могла отгонять сильные морозы и приметать больше снега, чтобы земля лучше рожала в новом сезоне. И в России, и на Западе окончательно перестали связывать снеговиков с языческими божествами лишь в XIX веке. Снеговики превратились в милый атрибут Рождества и зимы вообще. Именно тогда их стали лепить не в виде столбов, монстров, реальных людей и бог знает кого еще, а в виде 3 шаров, поставленных друг на друга. На этом сегодня все. Будьте добрее, любите друг друга. Благодарю всех, кто подписался на мой канал и смотрит мои видео. Ссылка на статью в описании. Поделитесь моим видео в соцсетях с родными, друзьями и знакомыми. Люди имеют право знать все точки зрения. Всем спасибо за внимание, буду рад вас видеть на своем канале снова.